Привет, друзья мои! С вами Вальдемар Нефудблогер. И сегодня мы с вами печем вкусные, прекрасные, нежные, ароматные тыквенные булочки. 250 граммов тыквы. Это основа. Ну, помимо там муки, сахара и всего остального. Вот такая вот красная, оранжевая, плотная, сладкая тыква. Легко ее определить. Вот она выглядит, как правило, вот так. Красная корочка. Желтая, плотная, сладкая мякоть, похожая по вкусу практически на яблочко. Поэтому начинаем с того, что тыкву мы нарезаем и забрасываем ее в любую доступную вам пароварку, где мы варим ее 15 минут. Поскольку тыква есть основа теста, нам ее нужно просто взять толкушку и превратить ее в мелкую кашицу для начала. Потом уже будем добавлять все остальное. Измельчать прям в откровенную, прямо чтобы вообще без комочков, не обязательно. Потом, когда вы будете тесто месить, она размажется, потому что тыква ведь мягкая. Так, сюда же сразу добавляем соль, сахар и разбиваем яйцо. Сюда же добавляем 4-5 граммов дрожжей. Ну, смотря какой у вас пакетик, вот у меня 10-граммовый, значит, тут примерно половину, как чайную ложку. И хорошенько размешиваем. Тыква еще в этот момент теплая, и дрожжи очень быстро проснутся вот в этой вот сладкой, подслащенной сахаром массе. Добавляем в тесто постепенно 400 граммов муки. Мука обычная, пшеничная, высшего сорта. Ну, собственно, чем южнее мука, тем лучше. Вообще, качество хлеба очень сильно зависит от того, какую муку вы используете. Я для себя перебрал вот несколько видов. На одном остановился, пока рассказывать не буду. Как говорят, реклама не проплачена. Поэтому добавляем муку. Белорусская вполне подойдет. Российская неплохо подойдет. Украинская подойдет. Ну, все зависит от того, насколько нежный вы хотите вот хлебушек получить, насколько мягкий. Потому что разница в качестве муки — это в помоле, в количестве белка. Ну, элементарно, хорошая мука, она просто более белая, пышная и мягкая. Все, пора переходить к замесу руками. Разговор о качестве муки я на самом деле начал, скажем так, не зря. Чем качественнее мука, тем меньше ее нужно. Конечно, это не значит, что качественной муки нужно прям вот в 2 раза меньше, чем более плотной там, или более тяжелой, более северной. Но разница, она все-таки есть. И периодически, по моим наблюдениям, она запросто может составлять 10%. Именно поэтому я никогда муку не добавляю целиком. Особенно если я не знаю, как себя поведет конкретная мука, которую я сегодня использую. Вот тесто уже получается, кажется, что оно уже не липнет, но на самом деле, если сунуть палец внутрь, то вот желтое остается, значит тесто муки еще маловато. Теперь, кстати, пора добавлять масло. Я масло, вот многие повара, там, не знаю, блогеры, которые готовят, пекут, они часто льют масло прямо вот в муку, фактически туда вот, куда опару добавляют, яйца. Я так не делаю. Я вот по старинке, как меня научила когда-то моя бабушка, я делаю следующим образом. Когда тесто уже почти готово, то есть вот у меня чуть-чуть муки осталось на дне, я беру масло на руку и вот этой масляной рукой вымешиваю тесто. То есть фактически вношу масло уже в практически готовое
вымешанное тесто, в которое останется добавить потом совсем чуть-чуть муки. Масла сюда понадобится примерно пара столовых ложек. Может даже больше, 3. Мягче будет. Ну вот, наше тесто готово. Смотрите, какое оно. Желтое, яркое, мягкое, пластичное. Это в том числе благодаря тыкве. Тыква вообще уникальный продукт. Вот у нас на канале вы найдете тыквенные оладьи. И у нас на канале в том числе вы найдете суп-пюре из тыквы с бататом. Вообще роскошное совершенно блюдо. Очень сытное, красивое, вкусное и ароматное. Итак, тесто готово. Мы сейчас убираем его в теплый шкафчик. Где-то на часик, может быть полтора, чтобы оно прямо хорошо-хорошо поднялось. Красота какая. Наше тесто приподнялось, увеличилось так примерно раза в 3. Смотрите, какая красота. Как ясно солнышко. Теперь достаем, обмешиваем его как следует. Задача — выпустить воздух лишний. Тесто теплое, мягкое, но ему нужно будет подняться второй раз. Для этого мы с вами сейчас его разделим на отдельные части, скажем так, готовые фактически булочки, и дадим настояться еще немножко в тепле. При этом я решил сделать сегодня небольшой эксперимент. Вот тесто и сам рецепт, оно сделано для булочек, которые выпекаются на сковороде. Вот тут мы сегодня будем их выпекать. Но сковорода небольшая, и заодно для того, чтобы не печь 2-3 раза, я предлагаю сделать следующее. Мы сделаем 3 булочки, как раз должны поместиться на сковороде, а остальные мы сделаем в духовке на противне. И потом, соответственно, просто сравним результат. Итак, вытягиваем тесто, сделаем из него колбаску. Делим пополам. И каждую, наверное, часть еще на 3. Теперь каждый кусочек еще разок хорошенько помнем. Так, вот сюда на доску мне надо будет капельку муки буквально на подпыл, для того, чтобы булочки не, приведи Господи, не прилипли. Их потом нужно будет аккуратно снять и выложить на сковороду. Вот так вот. Поэтому как следует выпускаю полностью из теста весь воздух. Заворачиваю вот так вот вниз, смотрите. То есть подгибаю краешки, чтобы получить красивый верх. Подгибаю. Фактически щипаю и делаю вот так. У меня получается круглая булочка, а все остальное закаталось вот здесь. Теперь это я оставляю на дощечке. Поставлю в теплое место. Подогрею чуть-чуть духовку, для того, чтобы тесто поднялось второй раз. И потом уже готовую, которая хорошо поднялась, подошла, буду выкладывать на сковородку. Ну вот, все готово. Теперь закидываем это все вместе в духовку, которую мы чуть-чуть предварительно подогрели. И надо будет подождать, пока булочки увеличатся в объеме вдвое. Какая красотища. Смотрите, как подошли. Сейчас я включаю духовку. Вот это мы отправим печься в духовочку. Так, градусов на 180. А вот эти 3 мы сейчас, как и положено по первоначальному рецепту, отправим на разогретую сковородку, где нужно будет с каждой стороны, где мой любимый шпатель, запечь, назовем это так, обжарить примерно по 5 минут.
Теперь накрываем это крышкой, жарим по 5 минут с каждой стороны, а это отправляем в духовочку. Наши булочки там проведут минут 20, а там посмотрим. Ну вот, наши булочки в сковородке готовы. Разрезаем. Красота. Пахнет удивительно. А теперь посмотрим, что у нас получилось в духовке. А вот вариант из духовки. Не хуже. Ох, горяченькие какие. Опа. Если сложить вместе, получаются грибочки. Разрежем, пока свеженькая. Пропеклась. И вот такая красота у нас получается из духовки. Ну что, друзья, приятного аппетита!